Вокруг личности Иосифа Сталина сформировалось великое множество мифов и легенд. Одни выглядят абсолютно фантастическими, другие же имеют под собой вполне реальную основу. К числу последних относится мнение о высочайшей работоспособности вождя народов. Об этом свидетельствуют мемуары и многочисленные воспоминания современников. Чем же жил Сталин и насколько продуктивно проводил свой день? В то время, когда Сталин жил с семьей, он большую часть своего рабочего времени проводил в Кремле. Это было удобно, ведь квартира находилась рядом. На дальнюю дачу в Успенском вождь выезжал лишь в летнее время и обязательно в сопровождении семьи. В 20-е годы Сталин предпочитал вставать рано и сразу же после легкого завтрака начинал рабочие приемы в своем кремлевском кабинете. Так продолжалось до обеда, после которого следовал недолгий сон. На рубеже 20-х и 30-х годов распорядок дня у Сталина несколько изменился. Он отказался от послеобеденного сна и стал больше времени проводить на ближней даче в Кунцево. Теперь он вставал в 10-11 часов. Завтракал, некоторое время работал с документами и решал дистанционные вопросы по телефонной связи. После обеда он отправлялся в свой кремлевский кабинет, где начинал принимать людей. Судя по записям в книге приемов, за день вождя посещали от 5 до 20 и более человек. Рабочий день Сталина заканчивался глубоко за полночь. После этого он некоторое время мог беседовать с ратниками или посмотреть фильм. Иосиф Виссарионович был большим поклонником кино, неплохо в нем разбирался и немалую долю свободного времени тратил на это дело. Затем Сталин возвращался на дачу, плотно ужинал и ложился в постель. Как известно, читать вождь любил и перед сном частенько мог полистать интересную книгу. К этому времени стрелки уже неумолимо приближались к 4 часам утра. Самоубийство супруги всерьез подкосило вождя. Изменился он сам, изменилась и его жизнь. С 1932 года он старался как можно реже находиться в своем кремлевском кабинете. В 1934 для вождя была обновлена и перестроена дача в Кунцево, путь до которой от Кремля занимал всего 15 минут. Большую часть своего времени Сталин проводил там, а в Кремле бывал обычно с 17 до 22 часов. Там же в Кремле частенько устраивался поздний ужин с коллегами, на котором обсуждались государственные проблемы и нередко принимались важные решения. По свидетельству современников, сам Сталин пил немного и в основном грузинские вина. Он считал, что это помогает ему уснуть. Вопрос сна был актуальным, так как из-за позднего графика в середине 30-х у вождя начала развиваться бессонница. Ложился он уже под утро, а до этого много работал с документами у себя на даче и нередко совершал поздние звонки по интересующим его вопросам. С началом войны стране пришлось выкладываться на 110%. Вождь исключением не стал. По воспоминаниям Жукова, Сталин работал по 15-16 часов в сутки. Приспосабливаться к распорядку вождя пришлось ЦК партии, Совнаркому и другим государственным органам, которые теперь работали до поздней ночи. Людей подобное сильно изматывало, но все же это далеко не в окопах пули ловить, жаловаться никто не смел. Во время Великой Отечественной Иосиф Виссарионович сосредоточил на себе 5 должностей и старался с ними справляться, из-за чего рабочий день постепенно превращался в рабочий вечер и ночь. Вставал вождь не раньше 12, если этого не требовали важные государственные вопросы. К моменту пробуждения на даче его приема обычно уже ожидали члены Генштаба, военачальники и руководители. В начале войны в Кунцево был оборудован подземный бункер, в котором Сталин работал, даже не выезжая в Кремль. Ко Дню Победы Сталин подошел сильно измотанным. После войны он уехал в отпуск, но всех проблем решить уже было нельзя. Обострились многие хронические заболевания, и к концу 40-х годов Сталин был уже старым больным человеком. Из-за проблем со здоровьем от былой продуктивности не осталось и следа. В год своего 70-летия он на 3 месяца отошел от дел и никого у себя не принимал. В дальнейшем, как известно, ситуация не улучшилась. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!